Мы специально вставили эпизод, где чуваку болгарка просто отрубает руку. Не надо общаться друг с другом, как будто ты общаешься с корешем в падике за бутылкой пива. Те, кто смел, те, кто крут, те, кто не боится, пришли на наш первый концерт и на второй. Люди хорошие сформулированные вещи не пишут. А если пишут, очень мало. Запись с аналогом – это просто офигительно. У меня все сбывается. Вот я все, что не пожелаю, у меня все получается. Я понял, что со своими желаниями нужно быть очень осторожно, потому что вот я хочу что-нибудь, у меня получается. Вот хотел альбом, и вот сейчас вот скоро выходит. Просто упал с лодки, и 6 километров его несло до дамбы. И я ему говорю, так позвони ему, пусть они тебе там подвезут это самое. И он так обреченно сказал, там никто не приедет. У меня дочь может засыпать под музыку, там, под тяжелый металл, который я свожу, понимаешь? Я считаю, что вообще музыка это только по любви. Тебе либо она нравится, либо она тебе не нравится. Ну да. Все. Я перестал беспокоиться и даже ругаться на них матом. Ну что, Игорь, привет. Давай, здорово. Ну, я думаю, человечка-то такого высокого ранга представлять не нужно. Гроза металлических черных морей и океанов, экс-солист Аматори, ныне Outcast, Black Pirates, Игорь Капранов. Прошу привет. любить, жаловать и всячески радовать. Слушай, я тут недавно смотрел какой-то, попался мне подкаст какой-то, я подумал, вот давно не был на подкасте, хотел бы куда-нибудь сходить поговорить, и бац, ты пишешь. Судьба. Да, типа, приходи на подкаст, я такой думаю, вот как у меня все сбывается, вот я все, что не пожелаю, у меня все получается. Я понял, что со своими желаниями нужно быть очень осторожно, потому что вот я хочу что-нибудь, у меня получается. Вот хотел альбом, и вот сейчас вот скоро выходит новый альбом группы Outcast, кстати. Ну вот давай с этого и начнем. Давай начнем. Начнем с конца. То есть Ну, не в конце будем новиночки обсуждать, а прям с самого начала. Обычно всегда так начинается. Давай, наверное, про альбом чуть погодя. У нас тут вышел мощнейший сингл, Давай. «Бэнгер», в Уже котором второй, я уже второй. Да. Ну вот со второго и начнем, где мне показалось даже, что как будто не ты поешь. Ну, Там молодецкий голос такой прям. А что вас ждет еще на альбоме? Столько открытий новых будет, интересных. Да, в этом году это второй сингл с грядущего альбома, и на самом деле мы бы выпустили его гораздо раньше, чисто просто из-за того, что сейчас агрегаторы работают достаточно туго. Между ними разброс происходит в среднем по 20-25 дней. То есть, условно говоря, вот у меня альбом уже готов, я готов его показать вам его завтра, но я не могу этого сделать. И придется ждать вот до конца ноября минимум, чтобы его тупо просто залить. И все. Ну то есть до конца ноября. Скорее всего, подкаст выйдет как раз в ноябре, надеюсь. Ну, лучше там где-нибудь под альбом было бы вообще идеально. Да. Ну, в общем, скорее всего, вы уже этот альбом послушали. Возможно, там уже хейтеры накидали какашек. Вот, и можешь сразу сказать. Ну, хейтеры, что я могу сказать? Haters gonna hate. К тому же у нас совершенно терапевтические соцсети, мой телеграм-канал, где люди могут высказывать свое очень важное мнение, никто за это их не критикует, и тем самым они выпускают пар и добавляют значимости самим себе. Я считаю, что это потрясающе, потому что мы не удаляем никакие там, если это совсем не отмороженные там комментарии, понятно. Мы все оставляем, какие вот есть. И оказывается, что в большинстве случаев это даже не 10%. То есть, условно говоря, у тебя 1000 репостов, и может быть там, например, 100 комментариев. И из этих 100 комментариев может быть еще меньше, ну, какого-то там хейта и так далее. И оказывается, что люди, которые слушают, они выражают свое мнение по-другому. То есть не комментом, они лайком и репостом. Это гораздо важнее, гораздо больше. Это самое. YouTube в этом плане вообще потрясающая площадка. То есть даже Gonna Hate позволяет вывести, собственно, твой продукт, твое видео еще больше, еще лучше. Поэтому это тоже только приветствуется. Вот. Это правда. Да. А так, в большинстве случаев, конечно, у людей просто появился интернет и появилась возможность высказываться. Я чувствую, что эти события, которые были там в течение последних лет, там ковид, специальные операции и прочие всякие события, потрясения и так далее, у людей накопилось очень много негативной энергии. Они прям, им нужен повод, чтобы ее выплеснуть.
И я открываю все свои комментарии, вы можете писать, чтобы вот эта ваша негативная энергия выплеснулась, и в обычной жизни вы были хорошими, добрыми, молодыми людьми и классными девчонками. Это, кстати, правда. Я подписан на телеграм-канал. Игорь там даже отвечает. То есть нет такого, что вы там что-то пишете в комментариях, а человек реально вступает, там, общается. Но единственное, что у меня есть некоторые такие, ну, условно, уже написанные правила, но неписанные правила, просто не надо общаться друг с другом, как будто ты общаешься с корешем в падике за бутылкой пива. То есть Субординация. уровень культуры должен соблюдаться. И мы те люди, которые должны ее, ну, вот, выводить. Потому что если мы будем себе позволять как бы опускаться вот в свинарник, мы там и останемся. Оттуда очень тяжело опустить, ну, вернее, оттуда очень тяжело подняться. У меня достаточно широкий, скажем так, тезариус, и я могу и на этом языке говорить, и на этом, но лучше туда не спускаться, потому что оттуда, ну, очень тяжело выйти на нормальный культурный уровень, и поэтому я стараюсь поддерживать и даже нещадно блокирую и удаляю комментарии, если это там касается моих каких-то близких друзей, которых я знаю лично, или не знаю лично. Это просто общее железное правило. Критика, пожалуйста. Ну, только без заливных красных глаз. Заливный красный глаз. Ну, обычно залили глаза, закапали и пошли как бы писать комментарии. С утра проснулись такие, ё-моё, что я там нагородил, да? А ты на полном серьезе, ты понимаешь, такое, а он вообще даже не думает. Ну ладно, в общем, это про терапевтическую особенность. А еще в целом, да, вот наш звукорежиссер, кстати, Николай Баженов, заметил интересную такую вещь, потому что он был уже не погружен в запись, а мы ему прислали материал. Он сводил до этого предыдущий альбом, и он послушал и сказал, что предыдущий альбом был более позитивный. Я не знаю. Это все вот эти комментарии, которые ты позволяешь лить. Я не знаю, так ли это или нет. Но он говорит, что этот альбом, он говорит, более мрачный. Вот. И мы поэтому и выбрали и название для него тоже такое более как бы мрачное. И оформление тоже более мрачное. И названия песен все такие мрачные, типа как «Пропасть», «Мгла», «Некуда бежать». То есть такая как бы такой вайб немножко, не хочу сказать прям совсем как бы угнетающий, а наоборот, среди как бы темной ночи мы ждем рассвета, мы ждем, когда наступит день. Ну, как в известной фразе, да? Да. Я понял. Ну, на самом деле, вот что касается комментариев, да, действительно, если что, наверное, Игорь может сесть на карты и сказать «потрещим», так что не надо это... Не вызывайте этого. И вообще, на самом деле, люди очень подвержены тому, что им очень легко свои мысли облекать в чужие слова. Ну, или наоборот, не иметь своих мыслей, я скажу более жестко, а просто транслировать или ретранслировать уже хорошо сформулированную там фразу или хорошо сформулированные вещи. Так делаются вообще какие-то новости или какие-то темы. Ну, да. То есть человеку вбрасываются какие-то фразы, и он потом просто уже даже об этом сам не думает, потому что думать самому это нужно прикладывать энергию, силы, нужно самому разбираться, и легче по многим вопросам, я даже за собой замечаю, что, например, в каких-то вещах, если я некомпетентен, я посмотрю каких-то, допустим, условно говоря, людей, и потом я вижу, что на самом деле это не моя позиция. И мне легче говорить этими фразами, неважно. Да, Хорошие да, или они плохие, они готовые. Это готовая сформулированная мысль. Также комментарии. Люди хорошие сформулированные вещи не пишут. А если пишут, очень мало. Вот. А негатив, он же имеет очень цепкие вещи. И он легко запоминается и легко передается. Труд давать себе слушать музыку. И я считаю, что вообще музыка это только по любви. Тебе либо она нравится, либо она тебе не нравится. Ну да. Все. Здесь не может быть какого-то насилия и так далее. Нравится, не нравится. Мне Ну, нравится, слушаю, не никто, нравится. никто не заставляет. Да, иначе это уже какая-то... У меня есть сотни групп, которые мне не нравятся. И я даже не утруждаю себя в том, чтобы писать им, какое они говно. Но хотя при встрече я, наверное, обязательно бы это сказал. Слушай, Да? а как... Группа Translators.
Слушай, а как вот насчет субординации, да, так назовем? Ну. Раньше как-то, скажем так, лестница к кумиру была больше, тяжелее. Ну, то есть там был, у человека был телевизор, когда он его видел, то, что ему показывают, Да, конечно. и концерт. Сейчас это все упростилось, там телеграм-каналы, каждый может там ВКонтакте добавиться, в личку написать, и люди уже, это как бы грань размывается и чувствуют. Ну, типа вот, как ты говоришь, кореш, мы в подъезде пили там. Ну да, но это все очень сильно зависит еще не только от тех людей, которые пишут, но и от тех, которые получают сообщения, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, ты можешь иметь там огромное количество подписчиков, огромное количество там людей, ты можешь с ними не общаться. И это, поэтому, когда я отвечаю каким-то своим, не знаю, там, слушателям, которые мне пишут, у многих шок, потому что они говорят, да ладно, мне там ответил человек. Вот, это связано с одной из историй, когда-то я учился еще в магистратуре в Герцена, и мне очень нравились книги, выпало из головы, короче, суть не в этом, суть в том, что мне очень нравились его книги, и в одной из книг была почта, имейл, и я читал его книгу, и у меня была куча вопросов, я ему, подумал, дай напишу. Известный профессор, это я потом, если расскажу, там про сын фараона, то есть это библейская история, отличный просто преподаватель, известный по всему миру, приглашается во все как бы университеты там от Израиля до Соединенных Штатов, но человек не просто занятой, а как бы супер занятой. И я ему пишу какое-то там сообщение с какими-то вот моими мыслями и какими-то темами, и он мне не только отвечает, он еще дает мне громадные ссылки, где что посмотреть, где чего сделать, но один раз. И меня это так впечатлило, что я подумал, ну если даже вот этот человек, будучи супер занятым, нашел время там 5-10 минут, потому что у него настолько большой багаж, что он может даже в этом письме уже сказать что-то и так далее. И мне это очень как-то запомнилось, я понял, что я хочу относиться к другим людям так же, как он отнесся ко мне. И я стараюсь отвечать всем по правилу 3 минут. Если я в течение 3 минут могу ответить, не вопрос, я отвечаю легко. Если это превышает лимит 3 минут, и мне нужно уже погружаться в этот материал, там, не знаю, там, слушать что-то или что-то разбирать и так далее, я обычно говорю, извините, я не могу. Либо это за отдельные там средства, это будет уже как личная консультация. Вот, то есть правило 3 минут, все. Если я могу ответить на вопрос за 3 минуты, я это делаю. Ну, окей, справедливо. Рекомендую. Хорошая тема. Да. Ну и если подытожить, наверное, тему комментариев, тоже хотел бы отметить, что много пишут и в личку, в том же, а алгоритмы работают таким образом, Да. что я иногда говорю, блин, круто, что ты написал, напиши также под страницей. Да как, что-то неудобно. Я говорю, так вот это будет лучше, это будет продвигать, и вот если вы репостите, там, это очевидные вещи, комментарии, там, лайкаете, это уже какая-то активность идет. То есть в личку это тоже приятно, конечно. Мы, люди искусства и культуры, работаем для тех людей, которые ценят наши труды и нашу культуру. Да? Для тех, кому не нравится, они проходят мимо, и мы проходим мимо них. Поэтому работаем только с теми, кому это попадает прямо в сердце, прямо в душу. Если вернуться к синглу, хотелось бы затронуть историю с обложками. Вот Да. такое ощущение, там как будто какая-то идет история более концептуальная, да, там пропасть, вот последняя, это как бы в рамках какой-то одной концепции сделано. Это Мы можно хотим, сказать? во-первых, я хочу сказать огромное спасибо Мейхему, дизайнеру, который действительно, я впервые, наверное, за много лет работы вот в этом как бы формате впервые почувствовал какое-то невероятное удовольствие, когда ты несешь какую-то идею, не сформировавшуюся, да, у тебя есть какие-то мысли, вот хочу что-то такое, хочу в таком духе, ты это обсуждаешь с дизайнером, он это рисует, создает с нуля, и это прям то, что тебе нравится. И, по крайней мере, вот эти две обложки, которые мы сделали, мне они очень нравятся. Я супер доволен, как это все дело получается. И мы бы, идея заключалась в том, чтобы вообще бы хотелось, чтобы это вот вылилось и в 3-ю обложку. То есть, вот, типа, один и тот же дизайнер, один и тот же стиль потихонечку переходит как бы в концепт альбома. Но
Мы придумали название альбома, которое так немножко, как говорится, подытоживает вот эту вот всю атмосферу. Я думаю, что он так очень хорошо это все дело подытоживает. И пока что мы работаем над последним вариантом обложки. Не могу сказать, что я типа увидел с первого раза, сказал вау, потому что с первыми двумя так и было. Ну, то есть, типа, он прям попадал, ну, типа, вот сразу. Вот, как-то сейчас пока и время, к сожалению, поджимает, может быть, побольше времени. Сейчас мы пытаемся сделать какие-то быстрые правки, доделать, довести до какого-то формата, потому что хочется в обложке какой-то монументальности. Не знаю, такое вот, когда один маленький человек стоит перед каким-то невероятно огромным предметом, который его просто повергает в шок. Вот. И вы это все увидите, конечно же, на обложке, которую, наверное, уже вышла. Или уже увидели. Или уже увидели, да. Опять же, давайте в комментарии, Вот, как да. вам обложка. Да, первые две мне очень нравятся. И как бы мы, скажем так, сохранили какой-то идентичный стиль, который перерастает из одного в другое. Отлично. Так, ну если вернуться к первому синглу, на который был снят лирик-видео. Да, невероятно. Невероятное видео. Может быть, Игорь даже пояснит, что значит лирик-видео, что значит клип, потому что там была волна комментариев, где люди думали, что ждали я, по всей видимости, что Игорь будет там, а Игоря там не оказалось. Там была шикарная машина. Но вообще лирик-видео — это, по сути дела, визуальное сопровождение песни, где просто написан текст. Вот. Мы вначале подумали, классно, у нас еще не все есть ребята из группы, которые есть в России, мы не можем снять полноценный клип, было бы неплохо сделать хотя бы лирик-видео. Это нам по силам, это возможно. И мы такие еще по-старому, сейчас мы возьмем что-нибудь со стоков, типа это, и оказалось, что все пути старые обрублены, единственный вариант это делать самим. То есть даже банально, там, грубо говоря, едущую машину по трассе, да, там красивую, это все нужно было сделать самим. Поэтому вот благодаря команде, собственно, Жене и вот друзьям, и еще там ребятам, которые с нами поучаствовали, это и сам автомобиль, это и квадрокоптер, и ребята из розетки, которые все это красили, монтажировали и собирали воедино. То есть это получилось очень, круто, на мой взгляд, потому что мы весь видеоряд сделали. Это наше видео. То есть мы нигде его не взяли, мы его сами сняли, мы сами его сделали. И, на мой взгляд, получилось просто невероятно круто. Я лично получил большое удовольствие. Это было лето. Мы были на дамбе, встретили невероятного человека, вообще просто потрясающе. Не знаю, фотку там можем приложить. Я, кстати, выложу бэкстейдж, возможно, уже выложил, вы можете посмотреть, там будет эпизодик с этим человечком. Эпизод невероятный. Как человек просто упал с лодки, и 6 километров его несло до дамбы, и он выплыл прямо в том самом месте, где мы останавливались. Судьба тоже. Да, ему очень повезло, я его довез до дома. Спасатель. И, не то чтобы, не так, наверное, громко сказать, но вообще сама ситуация была... Но все равно, мне кажется, было приятно помочь, если ты в плавках ночью на дамбе выныриваешь, и если тебя кто-то подвез, это прям конечно, приятно. Ну, конечно. Знаешь, что самое прикольное? То, что мы говорим, типа, слушай, ты же с друзьями там рыбачил? Он, да. И мы говорим, так позвони ему, пусть они тебе там подвезут это самое. И он так обреченно сказал, там никто не приедет. И это было настолько, знаешь, не надо было объяснять, почему они не приедут, а просто эта фраза, она окончательно показала, что там просто тупиковый вариант, без вариантов просто. То есть, он просто мог уплыть. Да. Это единственный, кто был в силах и смог уплыть. Да, возможно, так оно и было. Поэтому так получилось. Слушай, а по поводу лирик-видео, мне кажется, здесь просто хотели как лучше, знаешь, и чуть-чуть перегнули палку. Потому что, допустим, если бы это просто была картинка с твоим лицом, и просто буквы шли, то люди бы типа, окей, это лирик-видео. А так, типа, все люди думают, сейчас клип будет, слишком много, движений для лирик-видео, там машину снимали с разных ракурсов. Все думаешь, где сейчас Игорь, где сейчас Игорь? Он сейчас выглядит, а Игорь в багажнике. Собственно, да, наши труды заключались только в том, чтобы как раз все это снять. Это было непросто, но это стоило того.
Yes. И для тех, кто хотел все-таки Игоря увидеть, и как он ездит на машине, и вот в бэкстейже увидите, как все-таки Игорь это делает. Вот специально для вас такой вариант будет. Слушай, но Outcast тогда мы ждем в ноябре, или уже дождались. И вот. Ты ведь у нас разносторонний человек. Есть еще одна группа, Да. в которой, на мой взгляд, такие мстители из мира металла собрались. Там Да, так там есть. и Ирина, и ты, и Да. Юра с Антоном скорее, и Да. Алексей барабанщик, который является темной лошадкой, но когда я снимал, как, Ну, как он бил по барабанам, Это на самом деле Он их убивал. Он, как ты говоришь, вот, ну, типа Dark Horse только для, наверное, какой-то, может быть, широкой публики, но для андеграунд сцены Санкт-Петербурга он известная личность, потому что он играл в великолепных, брутальнейших коллективов, таких как Канга Скорва, вот, и потом еще в многих там и в Primal Spirit и так далее. То есть это достаточно известный человек. Да, Поэтому... ну здесь моя необразованность, так скажем, я по металлу не так сильно выступаю, я многих людей на концерте вижу, и потом говорю, блин, так круто играет. И мне все говорят, ты что, его не знаешь, что ли? Я говорю, нет, это Да, кто? но... Они мне говорят, я говорю, ого, нифига себе. А я говорю, что-то так оценил, думаю, блин, вот этот человечек играет. Вот, допустим, ну, Sperma Donors, я когда увидел коллектив и первый раз, и я не знал, кто там играет, я там с удивлением увидел, да, таких известных личностей, да, и вот для меня кирпичи были, ну, типа, кирпичи, но после того, как я увидел, как... Ну, Спермадонорс это, конечно, все такая пост-ирония. А Ну, вот, я, к примеру, да, в лучшем кто-то знает, в а лучшем я... формате, я хочу сказать, вот если кто не знал, есть такая группа «Правда», где участвует Да. тот же самый Даня Смирнов и Данил Романович Да. Светлов, и Иван Людевик, и прочие наши известные дорогие друзья, и которые выпустили спустя 20 лет альбом. Потрясающий, рекомендую послушать. Вот. Я заценил сок. Да. Слушай, отлично. И что касается группы Black Pirates, да, вышеупомянутый, Да. там ведь тоже что-то интересненькое готовится. Ну, во-первых, для меня вообще год этот, на самом деле, достаточно такой плодовитый, если можно сказать, на музыку, потому что, по сути дела, в мае вышел альбом Black Pirates, сейчас вот, ну, в октябре выйдет альбом Outcast, 2 альбома в год, потрясающие, как бы, концептуальной музыки, я думаю, не каждый себе может позволить. Вот. И, соответственно, у нас готовятся суперконцерты. Вот. 1 декабря у нас будет концерт вместе со Стигматой. Сейчас, если мне не изменяет память, это будет в Авроре. То есть будет шикарный, мощный гиг. Потом у нас 23 декабря будет уже такой, можно назвать его классическим сольником, который мы делаем в Цоколе. Пригласим еще каких-нибудь гостей, друзей. И это будет наше такое новогоднее празднование, такое веселое, отрывное, разрывное, где мы представим к этому времени, я думаю, уже парочку новых синглов. Вернее, мы написали уже 3 песни, которые полностью готовы. Вот сейчас в ближайшее время мы их запишем. Вот. Но мы не торопимся их пускать, потому что альбом вышел вот буквально недавно. Ну да. Но к сольнику хотим сделать какой-нибудь тречок чисто для того, чтобы порадовать публику. А на самом сольнике будем уже играть, наверное, побольше из этих треков, чтобы вообще прям уже было ожидание, чтобы следующий год скорее, и чтобы было решение. На самом деле с Black Pirates много музыки написано, которая ждет своего часа, я бы так сказал. То есть у всех есть свои коллективы, все работают, все трудятся, и очень сложно выкраивать время для того, чтобы собраться и, ну, все это как бы поделать, сделать. Вот. К тому же вот Юра там получил травму, вот, и казалось бы, что типа вот, получается лето мы вообще пропустили. Но зато за сентябрь мы то, что набралось, накопилось за это время, взяли и быстро все собрали, сделали. И, то есть, Ну, Юрий, ты, кстати, красавчик, он нашел способ, да, супер повязку и даже с такой рукой, с которой люди обычно лежат и говорят, все, я не могу ничего делать, подайте мне чай в постель. Умудрились съездить в Москву, да, отыграть концерт. в Нижний Новгород. Да. Это У нас нормально. вообще у нас апокалиптичные концерты с группой Black Pirates, потому что когда мы первый раз приехали, это было буквально там то ли спустя день, то ли 2 после объявления мобилизации.
когда все обосрались. И второй раз, когда мы поехали в Москву, я пишу в телеграм-канале, мы выехали в Москву. И мне пишут, не вы одни, имея в виду, что в этот момент господин Пригожин тоже поехал в Москву. И мы приехали как раз, когда объявили контртеррористическую операцию. И опять все обосрались. Вот. И те, кто смел, те, кто крут, те, кто не боится, пришли на наш первый концерт и на второй концерт. И я уже надеюсь просто, что когда-нибудь у нас будет третий концерт, и это не будет Третья мировая война, а просто достаточно хорошего гига. Вот и все. Да, за это надо выпить кофейку. Мне интересно еще, знаешь, какой вопрос? Вот в Outcast там по вокалу твои бразды правления, скажем так, а вот Black Pirates, там все-таки Ирина еще. Как вы разделяете вокал? Удобнее это или наоборот? Ну, там удобнее в силу того, что, допустим, она поет, ты как бы отдыхаете вместе в два, как бы больше усилий, или наоборот как-то, ну, сложновато это там разделять? Нет, смотри, что самое прикольное и самое интересное. Я человек очень наслушанный, и много всякой разной музыки слушаю, и иногда мое мышление из-за этого достаточно стереотипичное. Или наоборот, нет. То Ира, некоторые, так скажем, модные всякие коллективы, ей удалось не услышать. И поэтому у нее в этом плане есть очень open mind, открытый взгляд, который что-то не копирует. И поэтому у нас происходит так. У меня есть какие-то заготовки, и я специально их не показываю Ире, чтобы не сбить ее с ее взгляда. Твой разум чист. Да, и не надо. Это так и нужно. Поэтому, когда мы собираемся вместе, мы, допустим, выбираем какое-то время работать над демками на каком-то рыбьем языке, я прихожу, и мы начинаем писать демки. Вначале пишем ее, чтобы она была как бы вот чистые находки, так скажем. И по ходу дела я уже раскрываю свои карты. Ну, типа, что вот, если я слышу, что здесь вообще клевая находка, я так не думаю, так не мыслю, круто, мы оставляем. И если я вижу, что типа мы где-то теряемся, я какие-то свои находки, ну, достаю, и мы так совместно как бы все это собираем. Вот. Классно. А еще вот интересует такой момент, вот если глубже копнуть, знаешь, вот именно коллективы, которые, скажем так, звездные, ну, которые играют еще и в других коллективах, и тем не менее, как уживается. Ну, вот у всех есть, да, какое-то эго, и мне, что важно и интересно, такое ощущение, как будто более молодые коллективы, у них оно гораздо сильно развито, и они начинают кусаться, хотя, казалось бы, думаешь, из-за чего кусаться, вы еще, ну, не сказать ничего, что что-то создали, а здесь звезды это просто... со своими характерами и как бы уживаются, как это вот... Да по молодости ты просто сам более эмоционален. Не то, что там только эго, а вообще в принципе ты более горяч, более недальновиден, более чаще рубишь с плеча. Максимализм такой, да. как бы самоутверждение и так далее. Это иногда проявляется в таких вот вещах, да, когда типа цапаются между собой, чтобы вот с возрастом это попроще. Во-первых, нет такого, что нужно обязательно закуситься, чтобы твоя идея была продвинута. Вот расскажу, кстати, историю по поводу нового альбома. Есть такая песня, там, которую я написал несколько лет назад, называется «Основание». Это именно я трек написал от начала и до конца. И когда я показал его ребятам, они сказали, ну, типа, нормальный трек, ну, особо без вокала непонятно. Типа, как-то, говорит, типа, немножко простенько. Вот, ну, нормально. Ну, в итоге мы записали барабаны, я говорю, чуваки, давайте запишем этот трек. Они говорят, да не надо. Я говорю, точно? Они говорят, да, не надо, типа. Я говорю, ну ладно, дайте мне тогда гитару, я ее запишу, типа. Они говорят, да нет, не надо, не надо. И тогда я понял, типа, окей, ладно, не надо. И все, я забил на это, и прошло несколько лет. И когда мы писали уже вот этот альбом, мне Димон говорит, давай запишем этот трек. Барабаны были записаны, они лежали. Я ее похоронил. И для меня это было такое удивление. Я говорю, точно, ты уверен? Он говорит, да. Ты правда так думаешь? Да, ты правда так думаешь. Такие глаза. Да. А я уже внутренне смирился с тем, что все его, как бы, ну, он будет в очередном, как бы, там, ящике лежать, как некое напоминание о неизданном. Вот. И все, мы его записали, сделали. И я пригласил гостем Кирилла Бабиева на него. И это единственный фит на альбоме.
Мгм. Все. Ну, Больше, видишь, как больше нет. все-таки должна отлежаться хорошая песня. Понимаешь, я не знаю, должна ли она отлежаться или нет, но это история про эго. Когда, возможно, ты Ну да, да, я отпускаешь, понял. а оно к тебе возвращается неожиданным образом, когда Мгм. ты этого не ждешь. Вот. И я во многом так смотрю на вот это, на какие-то вещи, и это мне очень сильно помогает. Вот. Не знаю сказать, что сказать по поводу Black Pirates. Дело в том, что я вижу активное участие. Каждый, знаешь, как говорится, по возможностям и по силам. Вот, что может сделать человек. Ну, допустим, там вот Леша, он иногда переживает, он говорит, ну, типа, вот вы там с Юрой вдвоем пишете музыку, типа, но зато я тогда буду что-то там, не знаю, привозить барабаны, там, участвовать в каких-то съемках, там, помогать что-то там Мгм. свести, отвести. И это, на самом деле, дофига как важно. Очень, Мгм. очень, очень круто, когда другие люди могут тебя в каких-то вещах как бы поддержать, и у тебя не 100 рук, ты не октопус, да, то есть и ты не можешь все контролировать. И круто, когда ты можешь какую-то часть вещей просто попросить свой коллектив и знать, что они ответственно к этому подойдут и сделают. Вот так у нас было с клипом, например, вот на Man of the Planet Earth. Мгм. Я тогда уезжал, Юры тоже не было. И у нас осталась только Ира, Леша и Антон. И они втроем все сделали. Красавчики. Красавчики, да. Просто мы... И то есть и не было такого, у вас нет, мы ничего не будем делать, мы сядем и будем ждать, пока вы придете и Слушай, сделаете на за самом нас. деле это очень круто. Это невероятно. Это невероятно. То есть, и это, знаешь, вот я к тому, что вот в плане творчества это не только создание музыки, это много-много факторов. И если ты, допустим, не пишешь музыку или не создаешь музыку, есть еще тонны просто дел, которые ты можешь на себя взять, и это супер разгрузит как бы работу коллектива. Вот. Мгм. Ну да, вот я про это и хотел сказать, что это очень круто, когда каждый в группе что-то делает и горит за этот коллектив. Но я думаю, здесь еще возраст, ну, как бы уже более осмысленный, и люди более заряженные на это. Потому что очень много коллективов, когда есть один лидер, Мгм. который пишет песни, и он приходит, и он все решает, он все пробивает, остальные так просто как бы приходят, играют, и он всех Ты типа знаешь, шпыняет, пошли на репетицию, знаешь, это, концерт. это неплохо в наше, ну, это вообще, в принципе, неплохо. Вот я говорю, что я вот вообще как-то в целом почувствовал за последние несколько лет вот в Outkast ощущение вот коллектива, даже на уровне вот моего там общения там с Дмитрием Юрьевичем Рубановским, с которым мы, Мгм. собственно, и записали этот альбом, и написали его, и создавали обложки. То есть, когда даже на уровне идей мы вот обсуждали, я чувствую, что вот он тоже подкидывает какие-то идеи, и они вместе реализуются, и это именно та соль, которая нужна вот к этому блюду. Вот, я бы так сказал. Это очень круто. Вот, и это стоит невероятных эмоций, наверное, ради них мы, собственно, и вообще, в принципе, этим занимаемся. Вот. По поводу одного человека ты Давай. говорил, да, условно говоря, лидера. Это неплохо, это тоже хорошо, но этому лидеру всегда достается больше всего шишек. То есть он Мгм. может быть прав, что он там пинает других, заставляет что-то делать. Но из-за того, что нету стороннего человека, который тоже, допустим, какой-то авторитетный, ну, например, не совсем является членом коллектива, и тогда вот этот вот хейт Мгм. по отношению к этому лидеру, да, он бы перемещался бы на него. То Да. есть, условно говоря, то есть он мог бы даже транслировать его мысли. Вот. Но таких людей нет в наше время. Вот, может быть, где-то там в каком-то шоу-бизнесе где-то так и было, да, типа, условно, какой-то директор, да, Мгм. который вот говорил, вот вам надо это, они говорили, ну, вот ты такой козел, ну, блядь, надо сделать. Вот. А когда это внутри коллектива, и кто-то на себя берет вот такую вот ответственность, он становится вот тем самым козлом отпущения, который на самом деле все правильно говорит. Вот, но из-за, вот, да, они сразу начинают говорить, а что ты с нами разговариваешь как директор? Да. Он говорит, да какой, говорит, директор, давайте делать, да, что-то трудиться, да, вот. И им сложно его М. воспринять, хотя он и правильно это говорит. И ему сложно, потому что он как бы вкалывает и тянет на себе все остальное. И это очень тяжело. Я не знаю, как, честно говоря, из этого выйти. Единственный вариант, мне кажется, что это всему коллективу найти какое-то в хорошем смысле свое место.
Ну, в том плане, что не требовать от других сверх того, что они могут сделать, и других ценить за то, что их трудозатраты гораздо выше, чем у них. Все, это нормально. Ну, я Вот. думаю, еще прикольно в таких коллективах, если их хвалят, то хвалят всех. А если говно, то это ты виноват, ты же написал эту песню. И это тоже, да. Но, ты знаешь, я все больше и больше вижу, что мы находимся в в каком-то таком формате, что хорошо, когда люди откликаются на твое творчество. Мгм. Но в целом само по себе творчество, оно уже стоит ради того, ну, того, что его делать. Это то, что наполняет смыслом твою собственную жизнь. И вообще всякое вот это вот там оборудование, все эти лампочки, там все эти там приборы, аппараты, там студийные, там всякие микрофоны и прочее. Оно вообще, в принципе, имеет смысл только в той мере, в которой ты занимаешься этим творчеством. То есть, если его нет, это все как бы Ну, просто уже, предметы, которые лежат и не имеют никакой ценности и какой-то это самое. Слушай, ну про предметы, которые в творчестве важны или не важны, и там, как они звучат, мы еще поговорим, но пока мы не ушли далеко, есть же еще один коллектив, который, Ждет своего часа. который ждет своего часа, который Да. был давным-давно, но, тем не менее, готовится фильм, да? А, ты про это. Слушай, я хотел, конечно, ну... Опустить это. Не, можем, конечно, поговорить. Нет, я просто думал, что ты знаешь еще про один проект, который называется Idle to be Faded, который Мгм. был сделан еще тоже несколько лет назад, и который тоже просто ждет своего часа. Все записано, все сделано, и мы ждем, когда будет время у нашего саунд-продюсера, звукорежиссера. Просто он в очереди стоит на Ага. сведение, в буквальном смысле этого слова. Он до Нового года перестал брать вообще какие-либо проекты, просто потому что у него очередь, он не успевает ими всеми То есть заняться. нас ждет еще одна бомба. Ну, я не, ну, так не хочу сказать, но это просто мгновение, которое мы перенесли в музыкальный формат и Мгм. сделали такой вот, да. Ну и тогда, если есть еще что по этому сказать. Или там Писать. как... Там играл, вот я там писал музыку на гитаре, вот, Михаил Семков тоже писал, и мы вместе записали просто какие-то невероятные штуки, он там в лучших в своем стиле записал красивые невероятные соло, Павел Лохнин нам записал барабаны, Антон записал нам бас, и разные ребята, вокалисты, то есть Сергей Раев спел у Мгм. нас на сингле и еще на одном треке. И Ваня из Beat the Goat, тоже офигенный технический дэт метал, короче, из России, записал оставшиеся треки. И это будет прям в Ну, лучших традициях техник дэт с налетом нордического блэка. Вот это да. Звучит Да, интересно. Да, и это и звучит, это реально звучит интересно. И Вот, звучит, и будет да. звучать потом. И поэтому, конечно, это, ну, это сделано давно, на самом деле. Мгм. Как бы это ни, ну, не знаю, почему так получается, что релизы в целом выходят гораздо позже, чем мы их пишем и задумываем. Но вот в среднем я понял, что это 1,5-2 года. Сейчас у меня. где-то, Так, где-то не знаю. фрешмены, рэперы плачут, они говорят, раз в 2 года, там должно быть 18 альбомов уже. Нет, не в этом дело. Оно, вот, например, с тем же Idle to be Faded, оно все записано было еще, весь материал, и инструментальный, он был записан еще 1,5-2 года назад. Все, готовый. И потом то что-то откладывалось, то там вокал не могли записать, то еще что-то. Ну, вот. Мгм. И в итоге вот этим летом у нас все было готово, и мы вот уже 4 месяца просто ждем очереди на сведение, понимаешь? Не, можно было бы у других сделать. Мгм. Просто я хочу делать только с теми людьми, с которыми я уже много лет работаю, в которых уверен. Так, ну а если вернуться к фильму тогда, в котором ты К поучаствовал? фильму, ну, это замечательная задумка. Вот, снять фильм про группу Аматори. Подарок всем поклонникам, Да. да, такой, Я думаю, да. такой срез даже для тех, кто потом уже Да, мне вот услышал. сейчас недавно прислали тизер, который мы снимали, и у меня были интереснейшие съемки. Помимо интервью, мы еще съездили на Валаам. Мгм. До этого никогда такого не было, ничего подобного. И мне прислали тизер, там, условно говоря, 3-минутный с этого. И это выглядело как с лучших документальных фильмов Первого канала. О. Очень круто. Я прям, ну, там я еще так, знаешь, рассказываю, как экскурсовод.
Мгм. И там прям такой, знаешь, я прям... Шикарно. Хотя у нас на материалах было снято гораздо больше, но даже вот эти 3 минуты, я думаю, они передали нужную атмосферу, которая, ну, войдут. Не знаю, что будет в целом. Задумка грандиозная. Как это все уместить в один там часовой или полуторачасовой или двухчасовой фильм, я не знаю, потому что снято материала, вот по словам нашего режиссера, огромное количество. Это Просто проблема огромное всегда для количество. монтажера. Да, огромное количество. И он говорит, ну, все крутое, все хотелось бы добавить. Но как это все в хронометраж сделать? Понимаешь, они до этого снимали фильм про монстров Рок, который проходил в Тушино. Мгм. И это там фестиваль один день. И они подтянули там много тоже интересных людей. И фильм у них вышел на час. Мы говорим, это круто. Мгм. Но у нас история там 20 лет. Как это в час все ужать? А там же много людей, много персоналей, разные исторические вехи. Ну, будет это же буквально в смысле от без интернета до Да. открытого, как бы здесь это не представляет, это смена эпох, можно Это сказать. даже как в Тектонически- познавательных целях да, интересно это посмотреть. тектоническая просто, ну вот тектонический сдвиг. Мне кажется, это первая ласточка, первая попытка. Я думаю, может быть, в будущем еще про Аматори будут много снимать. И лучше всего, конечно, чтобы уже после смерти, в том плане, чтобы можно было, в смысле, после смерти наших коллег вокруг, о которых можно было бы уже говорить чистую правду. Вот. Я надеюсь, что я тоже в этом поучаствую. Слушай, ну, я думаю, нужно сделать версию на час для Первого канала и авторскую на 4 часа для Ютуба. Ну, Вот знаешь, это было бы и шикарно. Для какого, ну, я как там сейчас делают, да, там, для Бусти. Для Boosty Авторская версия для для Бусти Boosty. подписчиков. Да, это хороший вариант. Да, и, Да. кстати, возможно, сейчас уже нет шансов, а раньше, я помню, на Первом канале были какие-то там ночные показы, там легенды рока были, там что-то такое. Давай только, ну, как бы, ну вот, я имею в виду, что здесь Первый канал, это не в плане вот, ну, как бы... Вырежьте. Говна, да? Не в плане говна, а я имею в виду, что уровень, качества, типа... Да, так я вот про это, да, в плане, тоже говорю. ну, то есть это не голубой огонек. Так, ну, фильмы-то это хорошо, но нужно, хотелось бы поговорить еще об одной стезе Давай. вашей. Вы же не просто играете, поете, но и, Танцую. кстати, вот это мы не затронули, в каком стиле, да? Мне хотелось затронуть еще одну историю. Увлечение звуком. Я тут, как мог понять, есть интерес к сведению, к звуку это- в целом. Так оно уже давно, собственно, я работал даже звукорежиссером одно время и с разными командами достаточно известными. И там были и Периметр, и Стардаун, и группа Нелли, из которой потом, собственно, появился Дмитрий, нынешний гитарист группы Аматори. Мгм. Вот, поэтому в свое время, да, я даже ездил в тур с группой Wells of Sorrow, да, где пел Вячеслав Соколов и где играл Илья Кухин на гитаре. Отличная, кстати, команда и прекрасный альбом, вообще до сих пор свежий и интересный, мне кажется, вообще, ну, до сих пор. Вот, что еще сказать? И это никуда не уходило, никуда не девается, и в этом плане я полностью курирую запись собственных проектов, в том плане, что там запись барабанов, ну понятно, там запись вокала, естественно, вот, студийная работа, да. Мгм. Дома тоже, в основном, в последнее время я в основном занимаюсь мастерингом. Ну да, мне хотелось узнать, Да, я что делаю в конкретнее основном там. финальный тач, делаю мастеринг. Недавно забавно делал вот мастеринг для проекта Ван Крас, который называется «Ведь». И это такой, это самый, петрозаводский, я не знаю, что Black Dead Metal. Вот. Звучит И, да, холодно, просто вот от этих да. ассоциаций даже. И еще трек называется «Бредней». То есть, вот, то есть все в супер классическом варианте. Я его много кому давал. Ну, типа, мы друзья. И я ему даже не хотел брать с него деньги. Мгм. То есть я ему прислал, он еще взял, сделал у нескольких людей, не буду говорить у кого. И в итоге он говорит, мы взяли твою версию. Я говорю, ну, мне приятно, говорю, Слушай, классно, ну, часто я так рад. устраивает, Типа, да, я говорю, ну, я рад. Типа, он говорит, сколько тебе переводить?
приятненько. Я говорю, слушай, ну, да потом как-нибудь, типа, сочтемся там, ну, камон. Он такой, нет. И я думаю, ну, это профессионально. Типа, работа требует оплаты, я только за. Я ему сказал свой прайс, он все спокойно повел, довольный. Ну, это на Вот. самом деле нормальная история. Нормальная история, да, и есть очень смешная история, я вот прям недавно, ну, вот так у меня друзья, ребята из канала Розетки, я им делал, они делали такой, не знаю, не кавер, вставочку на инстасамку, где, типа, это мне муж купил, только, типа, главное у них лицо говорящее, это Макс, где там, это мне Макс купил, и там было очень плохо записано на, вот, наверное, на телефон, и, типа, надо было сделать. Я вот свел красиво все это. Свел. Первый мой дебют был в таком ролике, типа, где моя музыка, сведенная, отмастеренная мной, там был, участвовала. Очень смешно, кстати, смотрится, могу показать. Ну, просто вы потом это, я хер знает, где найдете, а если я сейчас покажу вам, вы хотя бы сможете... Ну, ты можешь потом скинуть, и мы вот здесь вот оно появится где-то. Вставочка вот этого видео. Да. И все уже окружающие это увидят. В Китае, я сейчас отдыхаю. Да, я так богат, я это не скрываю. И так. Этот iPhone мне Макс купил. Эти ультра мне Макс купил. Series 9 мне Макс купил. Макс купил, мне Макс купил. Так, на чем остановились? Вот такая интеграция, которую очень забавно. То есть, и, ну, как бы для меня это некий челлендж, потому что, типа, вроде ты знаешь, типа, что это должно, как это должно звучать, но при этом для этого ничего не было сделано, да, красиво. Ну, то есть я имею в виду, что записанный голос на диктофон, и как вот он даже с телефона сейчас звучит, сами понимаете, это требует искусства, звукорежиссуры и глубокого погружения в материал. Ну, то есть, что хотелось бы... Что сказать, моя дочь очень орнула и угорнула от Она этого. уже как бы это... Она поняла, прям, да, она ходила, отсылочки-то она эти ходила и очевидно. говорила, включи еще раз. Я говорю, окей. Вот. Ну, это прикольно. Это если про какие-то вещи. Почему я этим занимаюсь, ну, не хочу сказать факультативно, вот, но просто у меня нету времени на это. Потому что сведение – это жизнь, это ты должен как бы заниматься этим делом. Я делал какие-то вещи, когда было посвободней, ну, в последнее время, потому что это всегда взаимодействие с коллективом. То есть это какие-то правки, это какие-то добавления, это какие-то самые, то есть ты должен быть full-time, как бы привязан к компьютеру, к определенному месту, а у меня такого не получается. То есть я с утра, допустим, у меня есть несколько часов, потом я уезжаю на репетицию, вот сегодня, например, да, то есть я проснулся, поменял колесо на машине, отрепетировал, там, 4 часа перекусил, доехал сюда, тут подкаст, я вернусь в 9, и если бы я занимался какой-нибудь там еще звукорежиссурой, я понимал, что у меня бы там уже были бы... Вот. А я сам по себе, не знаю, может быть, это какая-то такая моя как бы история, связанная с изучением кайдзена и вообще философией работы завода Toyota. У них есть, у них есть такая вещь, которая тебе будет очень понятна. Это называется «точно вовремя». Да. Вот. Эти вещи многие не понимают, но для меня это очень важная вещь. Вот, то есть, типа, если я сам не могу это сделать, я становлюсь человеком, который уходит в черный лист. А я бы точно не справился, не смог бы сделать это вовремя. А в плане мастеринга это занимает меньше времени. Вот, то, что уже, по сути дела, все сделано. Вот. И мое акустическое оформление, мои колонки, мой аппарат позволяет мне услышать его в других как бы условиях. И обычно происходит как? Мне присылают вариант сведенный, я его слушаю, что-то делаю и пишу какие-то комментарии, что было бы неплохо это исправить именно в сведенной части. И в большинстве случаев люди это делают, и получается отличный вариант. Вот. Отлично. Да. То есть у нас взаимодействие очень хорошая вот, работа. То же самое вот этот альбом группы Outkast мы мастерим с Джейкобом Кансоном. И когда мы ему прислали свои работы, ну типа Hello, Jacob, типа check this out, он сказал, great, классно, все круто звучит, типа давай. И мне, в принципе, уже нравился мастер тот, который сделал Николай Бажанов. То есть все окей, все класс. И он присылает вариант, и ты понимаешь, что это вот то же самое, но это, знаешь, как
final touch мастера. То есть все становится более читаемо, более прозрачно и прям вот законченная фирма. Мгм. То есть сведение абсолютно не куда-то там ничего не сделано, но просто добавлен вот нужный вот этот вот лоск, блеск, читаемость и, Ну да. все кайф. И это именно взгляд, ну, вот в другом месте. И мой опыт показывает, что это стоит того. То есть особенно, когда ты сам сводишь, сам делаешь, то есть ты можешь полностью видеть свою картину и свои перспективы, и ты даешь другому человеку, чтобы он увидел это с другой стороны, не так предвзято, более отвлеченно. И, ну, на мой взгляд, вот на моем опыте, это работает. Мгм. Мы с Black Pirate, кстати, так тоже делали, мало кто знает об этом. Сингл Rust in Peace мы делали мастеринг Джоэль Ван Эссек. Вот, это известный друг Джои Струджеса, который делал всяких Аттила и прочих вещей. Он сам Ван Эссек делал там альбомы, сводил для Monuments. То есть, если там погуглить, у него нормальный список. И это тоже был прикольный Final Touch. Мгм. То есть, типа, мы ему прислали, он говорит, блин, круто сведено, отличный трек. Ну слушай, у вас Да. все работы. И, то есть, и мы когда потом уже... Причем самое интересное, что вот если с Джейкобом у нас уже многолетние совместные работы, ну, с 2004 года мы с ним работаем, да, то он, знаешь, он пишет, как будто мы написали старые друзья. То есть с Прикольно. такой любовью, с такой, типа, конечно, ребята, я снова готов с вами поработать, мне это очень хочется, типа, я Класс, получаю это удовольствие, и это прям круто. И он всегда делает для нас такой прайс, что это даже смешно говорить. То есть он настолько френдли, Мгм. что, ну, то есть, ну, вообще. И с Ванессом получилось примерно так же. У него есть некоторые ребята, которые работают в России на аутсорсе. И с известными событиями он не может им платить. Мгм. Вот, и он говорит, заплатите им. Ну, типа, Да вы, да. да, вы, типа, в рублях, и поэтому не было никаких проблем, и хороший, интересный опыт. Класс. Вот, да. Но альбом мы в итоге решили делать полностью с Колей, и все круто, да. Шикарно. Да. Ну так что, людям как-то в очередь вставать за мастерингом? Ну, то есть вот этот Ну, талончик брать, как в Сбербанках. Надо так, писать, отрываешь. спрашивать, да, когда... Есть ну, очередь там или... Ну, вот мне недавно вот человек тоже написал, говорит, типа, сколько будет стоить сведение, там, и так далее. Я говорю, ребят, я сейчас сведение не могу делать, мастеринг могу сделать. Мгм. Вот, пожалуйста, а сведения нет. В идеале, на самом деле, кажется, что тоже мастер быстро, это не быстро, потому что это, ну, несколько раундов всегда происходит. Человек присылает свой трек, мы слушаем, делаем первую версию, я ему пишу свои какие-то правки, он, допустим, их исправляет, потом присылает, мы еще делаем, да, то есть все равно в идеале пару дней нужно. Мгм. Вот. Все зависит, опять же, от скорости работы людей. То есть иногда кажется, что это можно сделать за пару часов, а на самом деле это может быть пару-тройку дней. То, что ты ему прислал, он посидел, в жопе поковырял, пошел покурил, сегодня, наверное, ну, завтра сел, сделал, через день, ну, понял, да, то есть это может растянуться во времени. Вот даже эти, как бы, моменты. Да можно, в принципе, я всегда открыт, вот, всегда рад. Слушай, а если Поработать. вот не уходить далеко от звука, Да. мне очень интересная история с тем, что ты иногда вот в телеграм-канале показываешь какие-то, ну, если мы будем говорить, микрообзоры каких-то железок, да, по звуку. Вот. Да, условно говоря, новости про аудио. Просто хочется делиться с музыкантами теми Мгм. находками или теми вещами, которые я пользуюсь сам. Это очень круто, на И самом деле. Да. делаю что-то, и, может быть, это будет полезно кому-то. Это Вот. полезно на самом И, деле. Я жалею, что мне не удается это сделать более, как бы, глубоко, чтобы погружаться, там, типа, Мгм. dive in. Хотелось бы прям, типа, вот как вот нам удалось с тобой пообщаться с гитарами, с Юрой, Мгм. да, вот в таком бы ключе было бы вообще круто, но и есть что рассказать, самое интересное. Классно, И да. есть что рассказать, и есть что показать, и много, даже вот я недавно выкладывал прибор, там, Бриамп NIF 1073, это вообще просто такая история, которая требует отдельного какого-то подкаста и так Мгм. далее. Ну, условно говоря, как мы там в условиях нашей сегодняшней ситуации заказывали из Англии там трансформаторы. И они ехали, ну, через полмира, да, чтобы там вот эти вот
4 штучки, 4 этих детальки приехало. Там. Это... А ведь мне как-то приезжал трансформатор деловыми линиями. Я из Екатеринбурга заказывал комбик, а приехал трансформатор. Я до сих пор это помню, при слове трансформатор. Его ждали на заводе, приехал ко мне. Вот. Не, это я почему начал об этом говорить. Очень интересно посмотреть, вот мне как и по видеооборудованию, так и по звуку человека, который именно непосредственно взаимодействует вот именно на концертах, Не в только, студии. Не просто взял, да, знаешь, ты знаешь, обзорщик. Самое интересное, что не только на концертах в студии, я еще непосредственно дружу и общаюсь, и создаю какие-то вещи непосредственно с инженерами, которые шарят в этом звуке. Не просто, знаешь, типа вот, я знаю, что я хочу получить, а они знают, как это сварить. Ну, понял, да, собрать это вот целая кухня. И ты с ними общаешься, ищешь какие-то вещи, потом они тебе присылают, ты с ними работаешь, ты им даешь свою обратную связь, они еще улучшают эти штуки. Это вообще, это другой вообще мир. И это просто невероятно, насколько, ну, то есть, для многих, конечно, далеко, но это мои микросмыслы жизни. Какие-то каждый проект это микросмыслы жизни. Поэтому у меня, вот почему я даже там занимаюсь там каким-то мастерингом и так далее, потому что у меня есть некоторые уникальные приборы, там, созданные там с разными инженерами, которые, они просто в буквальном смысле уникальные. То есть их, ну, это единичные экземпляры. То есть в таком виде их просто нету. Ну, например, у меня есть вот вместе с Виктор Кастом, это один из инженеров из Калининграда, мы сделали с ним мастеринг процессор. Процессор здесь очень условно, то есть это не цифровая вещь. Это аналоговая штука, просто она сделана в одном формате. Там, в одном U, там сделан, значит, пентодный сатуратор, ламповый, стерео, с отдельными входами, с отдельными выходами. Тейп-эмуляция, которая эмулирует вот эту вот ленточную как бы машину, на которую все раньше записывали, и вот эта теплота, которую, да, вот они ищут. И стереорасширитель. И это 3 прибора в одном, поэтому это называется процессор, но у них у всех отдельные входы, отдельные выходы, и ты можешь их комбинировать в том виде, в котором тебе нужно, в той части цепи, в которой тебе нужно. Вот. Понял, Серег. Да, поэтому, когда, собственно, я делаю мастер, я всегда ищу лучшую комбинацию для конкретной песни, для конкретного произведения. Не, это классно, и мне кажется, очень интересно за этим следить. Как, мне кажется, для некоторых там моих друзей-звукорежиссеров я некий, знаешь, этот самый, знаешь, что такое газ? Ну, типа, синдром покупки и продажи оборудования. Так это очень часто люди Да. этим страдают. Загляни в Авито. Ну вот, это я. Вот, в плане особенно музыкального оборудования. То есть я постоянно приходит, ты да, пощупал я такой. постоянно что-то покупаю, продаю. И иногда, типа, люди говорят, типа, почему ты продаешь? Думая, что это что-то плохое, но на самом деле это просто еще один газ, чтобы купить еще что-то. Чтобы... И у меня даже были такие вещи, когда я их продавал, и потом через какое-то время они снова попадали ко мне. Вот, то есть, типа, ну, потому что ты помнишь, как они работают, тебе это этого да. не хватает, Уже и ты хочешь уже это есть. вернуть, типа, вот. У меня так было несколько раз, да. Тебе пишут на Авито, почему продаете? Редко. Редко? Редко. Ну, среди музыкантов это не распространено. Видеооборудование обычно такие. Почему продаете? Ну, такой Не, страх, что я, там что-то во-первых, залитая камера. Во-первых, я всегда пишу, почему я продаю. Угу. Вот. Сразу в объявлении. Да, сразу в объявлении пишу. И иногда бывает такое, что вот у меня, например, был интересный бартер, совершенный бартер. Ну, то есть мне не всегда нужны деньги. То есть мне иногда можно... Это мы вырежем. Да. Не, ну, я И будем вставлять, ну, я имею в виду, организаторов концертов отправлять. имеется в виду, что продажа – это не всегда продажа на деньги. Ну Что да, всегда это поменяться. может быть как, ну, тоже оборудование. Бартер, Просто, прикольная да, бартер, тема, да. ребята. Никто не Интересно, отменял. Да. Ну и в целом хорошо щупать, и вот я что говорю, интересно людей слушать, которые пользуются этим. Вот, допустим, я по видеооборудованию какие-то вещи начинаю понимать, потому что я им начал пользоваться. Не просто обзорщик, который вот он на 2 минуты включил его, типа окей, работает, но ты не знаешь, как он работает в режиме реального времени на концертах, там, какая там Wi-Fi вот эти системы, какая связь, какая длительность работы. И это очень важно и от людей понять, потому что много обзорщиков он включил дома, хорошо, в хороших условиях, типа все работает, ты такой, ну, наверное, классно. Покупаешь, едешь, такой, ага.
Я все Слушай, понял. я скажу тебе больше. Вообще в аналоговом мире, когда я окунулся в аналоговый мир, и вот мы, например, на студию себе купили Midas, пульт Midas 91 года, Made in England, он под номером 13. И Понятно. всего за 90-е годы выпустили 1000 штук. А этих дополнительных вещей еще меньше. Вот у меня под номером... Это какая-то... К этому прикасаться просто прекрасно. Вот. Это настолько круто. И когда ты... Ну, это еще и звучит великолепно, очень музыкально. Вот. И когда ты погружаешься в работу с аналоговым вот этим аппаратом, ты понимаешь, как работают цифровые вещи. Мгм. То есть у тебя появляется представление, ты иногда, ну, ты в Ты- цифре да, у да, тебя да. есть, и ты что-то там крутишь, но не понимаешь, так оно или нет. И когда ты уже поработаешь с аналоговым аппаратом, ты уже понимаешь, как добиться в цифре то, что тебе Мгм. нужно. Но это в аудио, по крайней мере, формате. И для меня вот именно аналог очень много раскрыл. Именно работа с живыми ручками. Вот что-то, например, я вот для себя, вот, условно говоря, вот, годы работы в 10 минут, знаешь, типа, условно говоря. Все можно делать в коробке, все можно делать in the box, я имею в виду сведение, там, мастеринг, сейчас уже спокойно можно делать в Да. коробке. Но трекинг, то есть запись с аналогом, это просто офигительно. Особенно там тречить барабаны через классные преампы, живые, насыщенные, тречить вокал через, там, не знаю, компрессор 1.7.6 или Ilatoa, это просто офигенно. Я не хочу даже... Вот для себя я понял, что вот у меня есть уже набор для трекинга и там набор для сведения. Все остальное можно делать, ну, in the box, в коробке и вообще не париться. Мне иногда вообще в целом нравятся вот такие какие-то аналоговые старые вещи, потому что я как будто бы чувствую больше надежность. То есть модные, как будто упрощаются вещи. Там какой-нибудь простейший пример взять с петлями, да, радио, там какими-то системами. Да, просто меньше проводов, там сразу пишется в кадр. Но это нужно прям жестко контролить. Там бывают наводки, бывают еще какие-то обрывы связи. И ты такой берешь старый рекордер, втыкаешь в него шнур, и пока там батарейка не сядет, там ничего не случится. Ты такой, я уверен в этом. Слушай, но это, знаешь, есть вот люди, которые любят слушать музыку на пластинках. Мгм. Почему? Потому что им кайфово взять это в руки, это достать, Тактильное, это да, ощущение, поставить, это включить. Это гемор. Да, Гемор. но это ритуал. Это ритуал, да, это кайф определенный. Кстати, особая фишка в пластинках заключается в том, что ты слушаешь альбом от начала и до конца. Да. То есть ни щелкай, ни переключай. Не переключишь Вот. ты И там. кому нужно вот эти вот вещи, проходить эти этапы, тот реально от этого кайфует. Вот. Кто гонится за каким-то быстротой, удобством и так далее, они стараются это Но это, исключать. знаешь, это тебя располагает действительно оценить музыку. Не воспринимать ее как фастфуд, где-то на бегу что-то включил, не понравилось, выключил. То есть ты осознанно хочешь послушать именно эту Да. музыку, берешь, затрачиваешь усилия, чтобы сесть и послушать ее в атмосфере. Это Да, я тебе скажу, я очень рад тому, что вот происходит такой ренессанс как бы во всем Мгм. мире в любви к пластинкам, да, Мгм. просто потому что люди действительно могут послушать альбом целиком. Сейчас Да. альбом слушают Да, конечно. вот так, ну, типа, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Да, это нас, 10-15 да, секунд, типа, и скип. упрощает это, и поэтому люди уже... Ну, слава богу, все, короче, везде есть свой слушатель, везде есть свои, как бы, фишки, вот. Я вот, например, такой, знаешь, типа, люблю, короче, всякое аналоговое оборудование, Мгм. и вот я бы даже сказал, что вот сколько времени я занимаюсь звукорежиссурой, иногда мне казалось, типа, вот надо обязательно купить эту штуку, и будет прям вообще супер, Мгм. супер звук, вот, но на самом деле нужно просто больше развивать свой слух, это раз, свой вкус, это два, и что касается какого-то, если там говорить об оборудовании, на самом деле хороший компьютер, хорошие мониторы и акустическое оформление даст вам гораздо больше вашего уровня, выдвинет вас на новую ступень, чем сотни тысяч каких-то там аппаратов и прочих штук. Вот.
Ну и опять же, это уже приходит с опытом, ты Короче, начинаешь это понимать, да. Удобная мышка вертикальная, хороший стул. Вот. Да, Это правильно. тоже гораздо больше вам поможет. Да, Потому что да, да. насидеть жопа тех необходимых 100 жопа часов, которые вас, как бы говорится, вытащат в новый Я говорю, это же мир. с опытом, это как почтальон Печкин. Говорю, почему злой был? Потому что сидения не было от велосипеда, и как бы... А это рабочее Я место. ездил на бутылке. Да. Ну, классический хороший мультик. Слушай, а ты ведь отец? Да. У меня у жены, по-моему, за первый месяц учебы этого года уже нервный срыв случился. Потому что это требует... Дети требуют не то чтобы даже финансовых каких-то вливаний, а больше внутренних, душевных, ментальных, эмоциональных ресурсов, которые ты должен им отдавать. Мгм. И не только им, но и вот окружение, которое вокруг там происходит. Это очень, как бы, такие стрессовые вещи. Ну, есть разные дети, да, и поэтому у всех семей по-разному, но в целом это именно душевный ресурс. Вот. Да, да, здесь Вот так. как бы... Ну и много начинаешь понимать, когда появляются дети. Во-первых... Про себя в том числе. И о том, во-первых, как ты тебя Ты воспитывали. становишься более снисходительным к другим людям. Это Вот. правда. Есть очень хороший такой способ, такая, знаешь, практика в жизни, когда ты ездишь за рулем, ты же, наверное, ругаешься за рулем, да, на других людей, которые там тебя подрезают там, или перестроились, например. Я там, обычно на метро, те- но я не ругаюсь Ну да, на людей. автомобилисты знают. Ну но- да, это такое... Вот такая- очень хорошо, когда, знаешь, вот, например, если ты вдруг представишь, что это там, твой сын или твоя дочь, который там 18 или еще больше, Мгм. и вот они вот только-только начали вот ездить, и они еще совершают такие глупые ошибки. И ты вроде как бы понимаешь, что они их делают, но ты как бы к ним что? Снисходителен. И вот воспринимая других вот участников движения в таком ключе, я перестал беспокоиться и даже ругаться на них мат. Ну слушай, ну и хорошо. Забирайте. Нисходительный, более спокойный, где-то такой душ. Все хорошо, я спокоен, идем, у нас другие задачи с тобой. Это понятно, но мне интересно больше с точки зрения музыки. Они ведь в это окунаются, так как папа-то все-таки они с этим в живут, музыке. они с этим живут, в том плане, что для них это, знаешь, когда это внутри тебя происходит, и когда это происходит как бы естественно, то это не воспринимается как нечто там что-то необычное. Они там действительно с младенческих ногтей ходят со мной Да. там на всякие репетиции, на студии и прочие там штуки. Для них это ничего такое супер выдающееся. Вот. Не знаю, вот один из прикольных примеров тоже вот про песню «Основание». Мы недавно с Платоном, с моим сыном, ему 10 лет, я ему, значит, рассказал предысторию о том, что я написал эту песню под впечатлением от экранизации романа Айзека Азимова «Основание». Вот, я говорю, мне такое произвело впечатление, что вот эта музыка, она вот там заставка начинается, Мгм. и вот эта музыка вот для этой заставки. Ну, вот для вот этого вот интро. Вот, он такой, ему так это, он так заинтересовался, такой, а кто такой Айзек Азимов? Такой раз начал гуглить, короче. И мы пришли домой, он говорит, я хочу посмотреть это. То есть и мы начали с ним смотреть. И вот если говорить о музыке и детях, то есть, вот такой пример. Здесь, да, Вот. просто интересно. И поэтому я хотел, чтобы он тут тоже играл. Ну, Да. вот, как бы вот это. Вот, я к этому... Чтобы эта вся я к этому и- атмосфера, она была как бы вот... На самом деле я к этому и клоню. Просто вот когда есть отец, ну или там мать, неважно, музыкант, хочет ли она, чтобы дети были музыкантами, как к этому относится? Или многие говорят, знаешь, Любая как мать- не лезь туда, Да лучше нет, не надо, не, или, бро, или любая- наоборот. Любая мать, любой отец ищут только любого желания. Мгм. Лишь Только бы появилось, ребенок сам захотел что-нибудь. да. Мгм. Музыка, там, не знаю, футбол, спорт, там, гандбол, плавание, неважно. Главное, чтобы у него самого появился интерес заметить его и помочь. Да, Всё. на самом деле, да, важно. Остальное, там, какое-то насильное, насильно мил не будешь. Или умение заинтересовать чем-то, это великое искусство. Мне кажется, что мои дети пока не очень как-то заинтересованы в музыке. Мгм. Ну так, знаешь, как на уровне всех детей, там, которые там смотрят какие-то ютубы, шортсы, какие-то тренды, там, не знаю, но не больше.
Мгм. Ну ты, то есть, что понравится, то и это. Не буду ничего навязывать и не буду ни от чего отговаривать. Что как бы, навязывать? да? Они живут в этом, как бы им уже приходится с этим. Ага. Ну, то есть у меня Ну, дочь, не надо да, кричать. у меня дочь может засыпать под музыку, там, под тяжелый металл, который я свожу, понимаешь? Типа она может спокойно лечь и, там, смотря какой-нибудь там свой там вообще планшет, она настолько- просто может уснуть, и все. У меня же жене приходится писать тексты, ну, там она писатель, ей приходится там писать книги, она слушает по 10 раз зацикленные, знаешь, эти вот барабаны там и прочие штуки. Это великая стрессоустойчивость, я считаю. Да, да. Да. С монтажом такая же Жить с история. музыкантом, и не говоря уже как с рэпером, это вообще трагедия. Просто Просто все музыканты это бытовые инвалиды, конечно. Ну, не все, ладно, но я, по крайней мере, точно. Продолжай. Да. слушай, ну это круто. Это также с монтажом, когда человек, если ты без наушников работаешь, и ты когда пытаешься там подрезать там фразу, да, там вот вырезать что-то, ты когда перематываешь раз 10-15, ну, типа для тебя ок, ты уже настолько привык. Ну да, это А человек идет, ты такой, господи, прекрати. Или надень наушники, слушай, это сам, ну это же ужас, блин. Поэтому да. Да. Ну, понятно. Но это, кстати, правильная история. Мы точно так же действуем, пытаемся понять, что ей заходит, на что у нее, и потом, типа, сказать, вот, тебе же это нравится, попробуй вот так. Понимаешь, Там какая чик-чик. я так как отчасти как бы получаю образование педагога, мне как-то запомнилось однажды выражение Александра Меня, когда он рассказывал о том, что когда люди проходят кастинг в музыкальную школу, они банально проверяют там слух, Ну, типа, какое-то, да, там какое-то чувство ритма, да, и их там берут или не берут. И, к сожалению, вот педагоги это на самом деле те же самые, ну, музыканты, у которых должен быть талант преподавать. И его, сука, не проверяют. Ну, то есть, и поэтому очень мало действительно талантливых педагогов, которые могут рассказывать о своем предмете так увлекательно, да, что да, ты чтобы можешь, зажегся что ты можешь быть ребенок. вообще далек от этого, но тебе станет так интересно, что ты типа вот это круто. И это талант, Да. как вот, ну, как у артистов, ну, у других людей. И такой педагогический талант, он очень, на самом деле, нечастое явление. Вот. А в основном очень много людей перегоревших, циничных, вот это вот, знаешь, их система вот с этими стандартами и прочими уже так сломала, что они на всех этих там детей и прочих смотрят, ну, как бы, знаешь, как на биоматериал, который нам нужно пройти, чтобы они вышли, 9 классов закончить это. А вот... Ты все равно алкашом станешь, вырастешь. Да нет, ну, это хорошо, это крайности. Но я имею в виду в целом. То есть, и хорошо, если у детей или еще где-то появится какой-то педагог, неважно, физрук, физик, там, математик, историк или вообще там, вот. Если он есть, он может, ну, как бы зацепить своей фишкой, и он будет просто ходить даже ради него. Ну, типа, я таких людей в свою жизнь очень мало встречал. Ну да, всем бы хороших учителей. Ну, дети цветы жизни, нужно их поливать, холить, лелеять, на солнышко выставлять. Донаты здесь. Убирать, да, убирать солнышко, когда нужно. Но мы же не музычкой это единые, сытые. Чем-то насыщаемся. Мы тут за кадром говорили о сериалах. Да. И есть один хороший, который можно обсудить. Да много, на самом деле, конечно, много вообще. Так, тут человек на сериалах сидит. Я-то объясню. Просто сформулируй вопрос, я просто не очень понимаю. Я сериал не смотрю из-за того, что я как сериальный наркоман. Я сажусь, и я потом не могу остановиться. И типа мне жалко время, но я все равно смотрю. Поэтому я говорю, я не буду пробовать это. Даже ни одной серии, чтобы меня потом не унесло. Вот. И мы с тобой говорили про... я такой. Да, про Меня интересный уносит, сериал, да, поэтому какой-то. Слушайте, на самом деле все зависит от твоих личных вкусов, потому что я понял, что для меня лучший вообще как бы жанр типа фильма, условно говоря, это смесь детектива, фантастики и мистики. Если в этих вот, ну, как бы три пересекаются, это идеальный вариант. Вот. 14:08. Ну, что-то в таком духе. Не обязательно. Ну, да. так, Ну, навскидку. гениальное вот сочетание мистики, детектива, приключений и фантастики, запрещенная в Российской Федерации «Тетрадь смерти». Это, если вы это не смотрели, это гениальный мультик, гениальное аниме. Вот.
все экранизации в фильмах полное днище, но вот как мультик это офигенно. И это вот то, что тебя держит. Вообще детектив, как жанр, он не очевиден. Да много разных. Ну вот именно жанрово, то есть вот если где-то вот эти три пересекаются, это мне очень нравятся такие вещи смотреть. Вот. Я люблю фантастику и всякие фильмы типа «Прометей», там, не знаю, там, последний там Новый Завет, связанный с «Чужими». Вообще чудесно, прекрасно. Ну, Вот. это классика. Да. Ну и, конечно, по Айзеку Азимову вот «Основание» сериал вообще великолепный просто. там мое почтение. Так, накидать немножко, чтобы зажечь сердца сериала «Любовь». Ну, а что там? Во-первых, это, знаешь, когда у тебя есть готовый прописанный лор, история, это не сериал, сделанный на коленке, да? То есть это то, что... Это продуманная история. То есть продуманная история. И я считаю, что она очень хорошо экранизирована. Интересные персонажи, как это сделано. И может быть даже сейчас самое время, когда они это все сделали. Потому что если бы снимали, это как с Дюной, знаешь, да? То есть, типа, сколько Дюну пытались снимать? Очень много пытались, да? Тяжело, да. Тяжело. И вот, А ты смотрел старую Дюну? Конечно, смотрел. А ты знаешь, что в одной из Дюн, на которой выделили огромный бюджет, должны были сниматься Сальватор Дали, да, и прочие известные как бы разные люди. В старой же Дюне исполнял одну из главных ролей молодой вокалист группы Police. Или помнили, кто это? Я забыл, как его зовут. Стинг, да, Стинг, как он там выглядит. И много всяких знаменитых артистов. Короче, так это Дюна и не вышло. Потому что я, кстати, с нетерпением жду релиза новой тоже Дюны. Ну, интересно, как они адаптируют, как вот это есть «Безумный Макс» был старый, вот сняли новый «Безумный Макс», как бы... Ну, первая часть мне понравилась, как они это сделали, первая часть новой Дюны мне понравилась. А новая лучше или старая? Новая лучше, потому что там, на мой взгляд, некоторые персонажи показаны с невероятной, как бы, знаешь, они показаны не смешно. Да. Тоже если ты старую Дюну смотришь, и некоторые персонажи, которые должны вызывать ужас и онемение, вызывают смех. И вот даже вот главный один из соперников Харконненов, да, Владимир Харконненов, кстати, очень интересно, да, что он, такое, не хочу никаких параллелей проводить, но он все тоже, поймут, да, он же типа тоже там, как будто бы русский, да, Владимир Харконненов, вот. Вот в новой Дюне, вот это вот его, вот моя Дюна, где он поднимается на вот этих вещах, это вот длинная, вот черная, вот это вот, пожалуйста, вставьте это. Вот это, Здесь это круто. Это прям ты вот смотришь, и типа вот эстетика, вот как оно сделано, как оно вот это ощущение, оно передает. Здесь просто видишь, в то время, И возможно, актер. и хотели бы, но не Да. могли в силу технических Ну, а ты знаешь возможностей. даже, что это ж Кубрик снимал. Вот, он же, Стэнли когда не был доволен своими произведениями, он писался под другой фамилией. И этот фильм под другой фамилией. Красавчик. Да. То есть начинается самое, он под другой фамилией. Потом, да это я просто... Да, типа, потому что он говорил, типа, никогда не давайте, условно говоря, людям, которые тебе платят деньги, вмешиваться в твой творческий процесс. Много вырезали, много убрали, и он был не очень доволен результатом, и поэтому даже не под своей фамилией все это выкладывал. Ты знаешь, что вот фильмы, которые проходят цензуру, там в Америке же тоже есть, вот особенно там это связано с какими-то, знаешь, не ужастиками, а какими-то, и ужастиками, и триллерами, и какими-то бандитскими историями, специально вставляют эпизод лютый. Это вот мне нравится Мартин Скорсезе в своем одном фильме, они говорят, мы специально вставили эпизод, где чуваку болгарки просто отрубают руку. Специально чтобы это был триггером на комиссии. И они типа говорят, это жопа, ни в какие ворота не лезут. Они такие, да мы знаем, мы специально это сделали, чтобы вы на те моменты, где там стреляют и ножом режут, по сравнению с вот этим, ножом тыкнуть это как бы нормально. И они вырезают, они такие, да, мы исправим. Точно, это же, да, мы это исправим. Такие, молодцы, да, комиссия прошла. Еще знаешь, какой прикол в том, что когда ты тогда смотришь, вот в то время, когда эти фильмы, когда ты маленький еще, уровень примерно видеопроизводства один,
Да. И ты не видел вот этих спецэффектов, тебе кажется, я вспомню этого червя, я такой, нифига себе, да, червь да, из да. песка, ты смотришь эти вещи, тебе кажется, тебе страшно. Да, тебе да, сейчас это кажется уже... А сейчас это кажется смешно. Поэтому, когда ты Согласен. сейчас смотришь какого-нибудь Рэмбо, я когда включил «Безумного Макса», вот старого, Старого. Ну, Он тоже там угарно. мне казался это крутой фильм. Я прям смотрел вот так. Ну да. Сейчас он вот просто... Не, вот, ну он тоже крутой. Я недавно его пересматривал. он относительно- тоже крутой, Да. но какие-то моменты я просто... Вот, я так выстегнулся, когда он выходит и такой, типа, я воин дорог. И ты такой... Черт, теперь я не могу, это уже Ну, там... слушай, ну ты знаешь, как... Но фильм, мне кажется, вот, ну, очень, блин, меня Но прям... вот на этих фильмах, вот, которые мы вот сейчас обсуждаем, или вообще, в принципе, там, фильмы, которые сняты там, в 80-х, Мгм. 90-х, это как книги классика, Да, допустим, да. там, переведенные с древнегреческого перевода, там, 100-летней, 150-летней давности. Они требуют новых переводов каждый там, определенный период времени. обновлять. Так и с фильмами. Ремастеринг. Не то, что ремастеринг, а, во-первых, хронометраж. Заметь, хронометраж времени старых фильмов Мгм. гораздо больше. Хотя там действие гораздо Ну, это меньше. течение времени, Да, понимаешь? и тогда это нормально было. Сейчас уже так не смотрят фильмы. Вот. Тогда, знаешь, были во многих фильмах просто черный экран, и ты титры смотришь несколько минут. Сейчас люди не могут себе этого позволить. Да, Они да. идет действие, начинается фильм, и во время этого идут титры. Потому что, говорят, чуваки, сейчас такое время, черный экран и титры, и 2 минуты я буду смотреть. Давай-ка ты в фильм это вставишь, и давай-ка подрежем, и больше действий. Да, это, ну так я говорю, что вот каждый... Кстати, я недавно тоже тут начал пересматривать какие-то фильмы даже, ну, условно говоря, нулевых годов, нулевых десятых годов. И есть парочку интересных находок для меня, которые я пропустил тогда. Мгм. Например, это «Красные фонари». Фильм рекомендую. И фильм еще, по-моему, как «Красный дракон», по-моему, еще называется. Это такой, по-моему, приквел к Ганнибалу Лектору. Слушай, ну, по фильмам понятно. Есть у нас один моментик, который хотелось бы немножко заострить. Вернемся к ауткасту. Давай. Люди там сокрушались, некоторые хвалили, некоторые не хвалили и сокрушались насчет того, что идея слабая, еще что-то для клипа, там чего-то не Для хватило. Да, для клипа. Ну, для людей клип, мы понимаем, что это лирик-видео, да, кто-то клип. Мне бы хотелось, чтобы кто-то попробовал предложить какую-то крутую идею для клипа Outkast. Ой, слушай, да это делали, тоже пытались сделать 500 раз, на самом деле, поверь мне. Давай по-современному. Давай. Клип это долго, много, сложно. Давай хотя бы классных идей на Reels. Вот Reels Давайте. 15 секунд. Но только классную идею предложите. Предложите в комментариях классную Как идею снять на классный Reels. Reels на трек. Да, Все. И Быстренько. если зайдет, мы снимем. окей. А тот, кто напишет лучший комментарий с лучшей идеей, получит, наверное, билет на в один концерт. конец. Да, билет на концерт На какой концерт, группы Outkast. который пройдет? Слушай, ну все Или зависит не от того, Когда выйдет подкаст, да, то есть либо 11 и 12 ноября это Мгм. Питер, Москва, вот, либо на следующий концерт, который будет когда-нибудь. Окей, решено. Билет на концерт Outkast. Надеюсь, подкаст выйдет в октябре, и тогда вы успеете написать идею для шортс, сходить на концерт, ну и написать, возможно, комментарии вообще в целом, как вам такие истории по подкастам. И хотите ли вы наблюдать, может быть, какие-то прямые трансляции или стримы, напишите это тоже, потому что, когда мы проводим подкасты, я с болью в сердце очень много вырезаю оттуда. Хотелось бы... Я бы из нашего подкаста вот, Вырезал половину. вырезал бы не всю среднюю часть, связанную с звукорежиссурой, потому что это ужасно звукозанудная история. Это мы оставим которая- для гигов. Там, Да-да-да, там будет которые- тайм-коды будут, и вот как раз для этих Мгм. людей мы оставим. Так что не переключайтесь. Ну что, Игорь, Все? рад был вас наблюдать в этом Да. чудном заведении. Рад, что вы Прекрасно, пришли, да. поделились Пожалуйста. своей жизнью, своими Приходите. эмоциями. Ничего не рассказал вам абсолютно. Так. Посидели, поговорили. Спасибо, я всегда рад. Приглашайте еще. Пожелаем
чего-нибудь Слушайте интересненького. хорошую музыку, наслаждайтесь жизнью, радуйтесь, несмотря ни на что, и дарите радость своим близким и родным. Yes. Всем рок.